Всем привет! Итак, сегодня на канале будут очень интересные сладости. Это будут турецкие сладости с одной очень классной и красивого кафе, даже могу сказать. Это пахлавальное. Вот, я взяла несколько штучек сладостей на пробу. Сейчас я узнаю, как это вкусно-невкусно. Просто у меня есть одна пахлава, которую я хочу очень попробовать. В общем, у меня здесь несколько видов пахлавы, плюс луку, плюс чурчхела, и еще есть пахлава, как типа пирога, наверное, так можно сказать. В общем, я буду все кушать, пробовать и вам рассказывать, как это вкусно, либо невкусно. Сейчас все это узнаем. Про одну, которую я очень хочу попробовать, это будет пахлава с лавандой, с фисташковая. Но я хочу ее оставить напоследок, потому что знаете, что лаванда это мой фаворит. И я очень хочу узнать, насколько передан вкус лаванды. И будет ли это ярко, либо это вообще не будет чувствоваться. В общем, поэтому я хочу это оставить напоследок. Сейчас я, наверное, начну с пахлавы кизиловой с фисташкой. Она такого очень красивого красного цвета. Очень много начинки, могу сказать. И прям выглядит очень шикарно и красиво. В принципе, не сложно будет ее кому-то презентовать, то есть это очень даже классно выглядит на подарок. Что такое вообще пахлава? Это такое слоеное тесто с начинкой и с сиропом. Это, в принципе, можно и дома попробовать, но это так очень, скажем так, трудоемкий процесс, и не всегда может получиться. Вот, в общем, давайте сейчас пробовать и узнаем, насколько это вкусно. Я возьму пока, наверное, маленький кусочек, наверное, лучше ножом разрезать. Но здесь она немножечко у меня разваливается, но это потому что... Вы слышите хруст? Я надеюсь, вы слышите этот хруст. Потому что у меня уже она стоит как бы немного... Я не там в кафе, да, это ем, а я привезла и немножко уже постояла, она как бы вот этот соком пропиталась. Но это очень выглядит аппетитно. Что я могу сказать? Это не приторно-сладкое, это очень хорошо. Есть такая сладость небольшая, в то же время есть кислинка. Есть что-то, мне кажется, как будто... Вот я чувствую фисташку, и мне кажется, что как будто туда еще добавили, может, лимонную цедру. Но вот есть такой вот, как будто от лимона, это такой привкус, который идет в конце. Вот это все он завершает во рту, и это очень классно чувствуется. Очень нежное тесто, пропитано все вот этим сиропом. Сироп как нужен, то есть нет такого, что там прям супер сильно сироп, который перебивает весь вкус и непонятно. Нет, все очень даже ровно, все очень гармонично, и это очень круто. Честно, очень классно. Вот первое прям меня уже порадовало. Дальше я хочу попробовать пахлаву хавуч с фисташкой. Это тоже идет как слоеный пирог. Вот, там получается слой фисташки, слой теста и опять фисташка. Тоже пропитано все сахарным сиропом. Посмотрим, как здесь будет. Про пахлаву хавуш. Очень достаточно нежный вкус, немножко сладенько, не сильно, но чуть слаще, чем была пахлава кизиловая. Здесь прям чувствуете, что есть сладость такая, но она очень в меру, то есть ты, когда кусаешь вот этот кусочек пирога, у тебя во рту прям растекает вот этот сладкий сироп, потом ты чувствуешь тесто, оно очень нежное, и влажная еще при этом, прям очень суперская. Вот. И потом еще
все это завершает вот эта фисташковая начинка. Она прям чувствуется очень сильно. Такая здесь фисташка, она, не могу сказать, что она супер крупная и супер мелкая, а такая среднего помола, но прям офигенно. Вкус мне прям очень понравилось. Вот если вдруг в следующий раз как-то еще попробую, получится попробовать такую сладость, я обязательно куплю, потому что очень классно, прям нежный, прям вот очень нежный десерт, я могу так сказать. То есть офигенно. Здесь прям 5 из 5, кизиловой тоже ставлю 5 из 5, пахлава, хавыч тоже 5 из 5. Давайте дальше пробовать, посмотрим, что дальше будет нас радовать. Итак, у меня сейчас осталась еще чурчхела, я, скорее всего, с нее начну. Вот, по-моему, у меня чурчхела гранатовая, там еще есть с вишней и виноградная. По-моему, я взяла гранатовую, если честно. Сейчас узнаем на вкус, и если так, то я вам скажу, что гранатовая, не гранатовая. Я ее немножечко отрежу. Вот, она вот такого красного цвета, выглядит потрясающе, прям такой не сильно глянцевый, при этом есть немножечко матовость, прям мне очень нравится, как она выглядит. А внутри вот так выглядит. Получается, я так понимаю, там какая-то паста, скорее всего, тоже фисташка есть, и она на ниточке. Давайте узнавать, что там внутри. Тоже 5 из 5, сразу говорю. Внутри вот это белое, вот тут ниточка, ну, чурчхелу делают на нитке, то не знаю, допустим, это в сиропе все. Внутри идет, получается, орех, все это обмакивается в сиропе, и это высушивается. Поэтому здесь ниточка, но вы ее не съедите, если что. Внутри вот это вот, поближе вам покажу, это орех, это грецкий орех. Он такой, я даже не могу понять, как он сделан, то ли... Но вот он не перемолот. Какая-то паста, но я не могу понять, какой консистенции он перемолот. Ты кусаешь, первым делом на тебя обрушивается вкус грецкого ореха. Прям очень сильно. Дальше тебя догоняет вот эта оболочка красная, у меня гранатовая. Она такая немножко с кислинкой. И во рту у тебя перемешиваются эти вкусы, и получается очень все ярко, насыщенно. И очень интересно, и прям все это очень мягко, что орешки мягкие, что сама оболочка, прям сама нежность, это прям очень-очень круто, мне понравилось, правда. Надо было все 3 взять со вкусом, ну ладно, я думаю, если вдруг еще как-то получится мне попробовать, я тоже попробую другие вкусы, но это тоже поставлю 5 из 5. Следующий у нас идет рахат лукум. Я думаю, рахат лукум все знают. У меня со вкусом абрикоса, вот такой оранжевенький. Там тоже были разные вкусы. Там был, по-моему, еще кофейный, что ли. Надо было, наверное, кофейный взять. Какие-то такие, ну, в общем, традиционные вкусы. И мне как-то захотелось попробовать абрикосовый. В принципе, можно зайти на сайт Пахлавильный, и там есть... Вы можете это купить все по отдельности, и можете купить это в наборе. Там есть подарочные наборы, которые тоже разные. И разная цена, вы это можете купить и попробовать. А рахат лукум получается, ну тут я уже маленький кусочек отрезала, вот он так выглядит, вот такой колбаска. Вот, здесь тоже идет такая, как повидло, ну не повидло, может типа мармеладки, внутри орешек и посыпка кокосовая. На вкус, как будто ты съел ложку абрикосового джема, очень круто. Сам лукум немножечко, он мягкий, но при этом немножечко вязкий. Это очень классное ощущение создается. Он как бы типа как мармелад, но чуть, да, вот по типу мармелада консистенция, орешек выпал. В общем, очень классно. Прям насыщенный абрикосовый вкус. Вот эта кокосовая посыпка, она, в принципе, не сильно ощутима. Ты только когда ешь, вот
ощущаю, что вот какие-то маленькие, что ли, кокосинки или еще что-то. Вот такое. Но прям супер насыщенного вкуса кокоса нет. Но это очень потрясная штука. Мне понравилось. Правда, офигенно абрикосовый вкус. Прям передний точно, как будто вы едите настоящий персик. Вот в лето вас окунает. Это очень здорово и очень круто. Итак, мы с вами подошли к очень интересному лоту. Это пахлава с лавандой и фисташкой. Она очень красивого фиолетового цвета. Прям такой насыщенный, даже баклажановый цвет, могу сказать. Прям мне очень нравится. Тоже выглядит все очень красиво, все очень потрясающе. Я хочу почувствовать запах. Ну, запах лаванды не чувствуется, я чувствую запах печеного. Давайте узнаем, как это будет на вкус. Либо только добавили нам цвет фиолетовый, либо нам добавили еще вкус лаванды. Если честно, у меня насчет лавандовой пахлавы были какие-то, может быть, сильные надежды. Если честно, прям еле-еле уловимый вкус лаванды. Ну, вы знаете, у лаванды вообще сам вкус специфичный, так что он очень яркий. Здесь я больше чувствую сладость, больше чувствую фисташек, и лаванда прям в конце, пока ты вот жуешь, и уже все это проглотила, прям в конце идет лаванда. Если честно, я чуть-чуть ждала, что побольше будет от нее вкуса. Запаха даже, может быть, немножечко меня это расстроило, что нет прям такого насыщенного, яркого вкуса. Не знаю, может из-за того, что они у меня немножечко уже полежали, либо это так у них задумано, что прям сильно не делать, потому что не все любят лавандовый вкус. Ну, в общем, лаванде я, наверное, поставлю 4, что не сильно ощущается вкус лаванды. А так она тоже очень пахлава нежная, сладкий, приятный сироп, классный, фисташки и ну и красивый цвет. В общем, мне порадовали практически все выбранные мною сладости. Там еще есть другие тоже, кстати, сладости. Но мне захотелось вот это попробовать. Стоит, в принципе, не так сильно дорого, так что каждый сможет себе это позволить и порадовать себя, побаловать, и также близких можете побаловать, и на, в принципе, праздники какие-то подарить. В общем, это все выглядит очень красиво, презентабельно. За все я поставлю 5. Именно вот за как это все это выглядит, за всю эту красоту. В общем, делитесь своими эмоциями. Пробовали вообще когда турецкие сладости? Может, вы вообще в Турцию ездили и там пробовали настоящие прям сделанные руками турков эти сладости? В общем, будет интересно почитать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это все очень обязательно. Ну а с вами увидимся в новом видео.